Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим последние новости, а также посмотрим на пикантные моменты между Чингуком и Тэйхёном. Но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Тэйхён в армии уже 528 дней. Увидимся через 20 дней. Чингук в армии уже 527 дней. Увидимся через 21 день. Сегодня обсудим последние новости Вигу, а затем мы рассмотрим топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэйхёном. Недавно Чингук подписал чехол для телефона одному из стажеров в армии. Так оригинально, Чингук кому-то оставил частичку себя, память на всю жизнь. А 18 мая Тэйхён решил поиграть с армией викторину на Виверс. Тэйхёну, видимо, стало интересно, насколько хорошо мы за ним следим и знаем. Тэйхён, я скину фото, попробуйте угадать мой возраст. Тэйхён, угадайте, сколько мне лет. Армия, осень 2023. Тэйхён, верно, но не помню, осень ли? Тэйхён, какой год и месяц? Армия, май 2020, во время трансляции, когда вы делали гвоздики. Тэйхён, правильно. Тэйхён говорит, что это фото было сделано в этот день. Но как же мило, и рядом любимый. Следующий вопрос от Тэйхёна. Какого года закат? Армия. Май 2020? Тэйхён. Ух ты, это неправильно. Армия. Июнь, закат солнца. Тэйхён. Неверно, ноябрь. Тэйхён. Месяц и год. Армия. Май 1996. Тэйхён. Вау, это правильно. Тэйхён. В какой группе детского сада? Армия. Класс слонов, жирафов, котов, бабочек. Тэйхён. Класс жирафов. Угадали. И на самом интересном Тэйхён попрощался с нами. Конец. Давайте продолжим в следующий раз. Наш милый Тэйхён, ты умеешь нас удивить. Эта хронологическая викторина всех заинтересовала и порадовала. Можно нам, пожалуйста, такое на постоянной основе? Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему. Фанаты Тэйхёна разозлились на Чингука из-за того, что он унизил их кумира. Так ли это на самом деле? Разберемся. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. А армии продолжают готовиться к возвращению ребят. Третья часть шикарного проекта от Виба, самой большой сольной фан-базы Тэйхёна по случаю завершения военной службы. В честь официального возвращения Тэйхёна фан-база подготовила 2 автобуса с уникальным дизайном, украшенные изображениями Тэйхёна. Они будут курсировать между Хайп и Чунчхоном с 10 по 14 июня. Это самые красивые автобусы, которые я когда-либо видела. Проекты Виба всегда такие масштабные и наполненные любовью к Тэйхёну. Спасибо вам! Также третья часть проекта сольной фан-базы Чингука в поддержку его демобилизации. Реклама на автобусах Сеула, номер 400 и номер 100. Реклама, посвященная демобилизации Чингука, будет размещена на 2 городских автобусах Сеула, классов SSA и A, которые курсируют по всему Сеулу, включая Йонсан. Также фан-проект от Нунави в честь возвращения Тэйхёна. Баннеры на автобусной остановке перед зданием Хайп. Кафе-ивент Маниле.
Самые красивые проекты для Чингука и Тэхёна. Невероятно круто и грандиозно. Низкий поклон. Ну а теперь поговорим о топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэхёном. 5 место. Чингук, кажется, готов хвалить Тэхёна абсолютно за все. Тэхён играет в игру, и Чингук восхищается его способностями. Чингук говорит: «Я не знал, что ты можешь так целиться». Тэхён: «Нет, это снайперская винтовка». Чингук: «Ах, это довольно сложно так целиться, класс». Чингук понимает, что игра требует определенного мастерства и сноровки, и он восхищается тем, насколько легко это дается Тэхёну. Эта ситуация подчеркивает, что Чингук видит в Тэхёне разностороннего человека, способного проявить себя в самых разных областях. 4 место. Тэхён знает, чем занимается Чингук любое время суток, точно так же, как Чингук знает о Тэхёне. Все последние обновления о Чингуке у Тэхёна. Юнги звонит Чингуку. Он не берет трубку, и Тэхён сразу же отвечает: «А, Чингук сейчас играет в игру». Тэхён сказал это так искренне, не задумываясь о последствиях, и реакция мемберов говорит сама за себя. Тэхён знает, что Чингук сейчас играет в игру, а Чингук знает, что Тэхён пошел в ванную комнату во время эфира Джина. 3 место. Тэхён никогда не обманет. Наивность Чингука встречается с игривым юмором Тэхёна, создавая забавную и милую ситуацию. Чтобы кататься на гидроцикле, вам нужна лицензия в Корее. Чингук: это правда. Тэхён: я получу лицензию, прежде чем мы пойдем. Чингук доверчиво смотрит на Тэхёна и говорит: о, правда? Тэхён осознал, что Чингук не понял шутку, мягко качает головой и смеется. Он, привыкший верить словам Тэхёна, даже не усомнился в его заявлении, а Тэхён продемонстрировал, что он ценит доверие Чингука и готов оберегать его от разочарований. 2 место. Венера в пивной пене. Эйфорическая ода Тэхёна каждому движению Чингука. Чингук, пьющий пиво, это самодостаточное произведение искусства, не требующее дополнительных пояснений. Чингук просто пьет пиво, а Тэхён видит в этом что-то особенное. Для него не важен контекст, не важна ситуация. Он просто любуется Чингуком, как любуется восходом солнца и прекрасным пейзажем. 1 место. Рыцарь в пиджаке. Как галантность Тэхёна согревает не только Чингука, но и сердца поклонников. Этот эпизод – яркий пример того, как Тэхён берет на себя роль заботливого и внимательного муженька. Чингук для создания эффектного образа сбрасывает с себя пиджак и остается в одной рубашке. И здесь мы видим, как Тэхён подходит к Чингуку и набрасывает на его плечи свой пиджак. И дальше, удовлетворенный своим поступком, уходит с гордо поднятой головой. Чингук наверняка был тронут этим жестом Тэхёна. Он почувствовал его заботу и внимание, и это наверняка согрело его сердце больше, чем сам пиджак. На этом я заканчиваю данную тему. Обязательно дождитесь продолжения. До встречи!